Ежегодно в Перми бывает большой день маленького балета. Отчетный концерт Пермского хореографического училища. Этот год был особенным. В Москве проходил второй международный конкурс артистов балета. И на нем предстояло попробовать свои силы будущей балерине Наде Павловой. Свой пермский зритель тепло принял ее выступление. Вот как там, в Москве, что скажет взыскательное жюри? Высшая награда, гран-при Большого театра Союза СССР и золотая медаль присуждены ученице Пермского хореографического училища, самой юной участнице второго международного конкурса артистов балета. Это было в июне 1973 года. Это как взрыв. Никто не ожидал такого успеха Нади. Разве что таилась надежда в душе ее педагога, заслуженной учительницы России, ныне художественного руководителя Пермского хореографического училища Людмилы Павловны Сахаровой. Я считаю, что в какой-то степени ей повезло с этой поездкой. Почему? Что она поехала сразу после конкурса. Вот все эти волнения, которые были бы связаны с такой трудной и ответственной поездкой, ее миновали. Потому что все, что имел этот ребенок, он выдал все на конкурс. Конечно, гастроли Нади в Америке были для нее очень важным и очень ответственным событием. Ведь ей пришлось выступать рядом с очень большими именами. Это Стручкова, это Лиепов, Фадеичев, Сорокина, Владимир. Это настоящие мастера своего дела. Это люди, настоящие артисты большого балета, с большой буквы. И поэтому Надя сразу окунулась в такое окружение очень и очень профессиональное. И поэтому для нее было очень и интересно, и ответственно, и это ей много очень дало. А выступала она с своим партнером по конкурсу с Гордеевым. Я хочу сказать, что там было много и молодежи талантливой из Большого театра. Была Семеняка, тоже лауреатка, хорошая балерина, был Годунов, был Гордеев, была Леонова, хорошая танцовщица. В общем, труппа была разнообразная и интересная. И я считаю, что Наде повезло. Самым первым театральным дебютом Нади стала Сванильда в балете Делиба «Копелия». Через Копелию прошли многие из выпускников училища, ставшие потом признанными мастерами балета.
наряду с классикой, проба сил в современной хореографии. Сонет. Хореографическая новелла по мотивам гравюр Красаускаса. Вечные двое. Вечная тема любви. Вечная, как мир, и вечно новая. Самым большим событием для Нади в этом году было ее выступление в спектакле театрального репертуара, в спектакле «Жизель Адана». Это очень сложная и большая работа. Она работала над этим спектаклем до самого начала учебного года. И сделали мы его только уже к концу декабря. На мой взгляд, спектакль получился у нее удачный. Она справилась с этим спектаклем. Есть вещи очень хорошие, есть вещи, которые требуют доработки, но само по себе выступление в таком ответственном большом спектакле, конечно, очень и очень для нее полезно и очень ответственно. Она на нем очень выросла. Очень скоро я заканчиваю с работу, и свою школьную работу, и с Надей, и с Олей, и с другими девочками из этого класса. Сейчас я себе еще не представляю, как это будет выглядеть. У меня такое ощущение, что они будут учиться у меня долго-долго-долго, из школы они не уйдут. Хоть я прекрасно понимаю, что уже подходит время, когда их надо выпускать в большую работу и предоставлять им самостоятельный путь. Но для меня они, наверное, на всю жизнь останутся девочками. И с их хорошими и плохими сторонами характера, с их удачными и неудачными работами, с их хорошими и плохими уроками, то есть со всеми плюсами и минусами, которые они имеют. Им было по 11 лет, это совсем крошки. И вот 7-й год я с ними воюю, учу и вкушаю всякие удачи, неудачи, радости от нашего творчества, расстройства от того, что у нас не выходит, и много-много-много всякого пережито, и поэтому они, конечно, остаются для меня какими-то родными девочками надолго, я думаю, навсегда. Вариации из балета Минкуса «Дон Кихот». Танцует Надя Павлова.
дни, когда заканчивались съемки фильма, Надя Павлова готовилась к выпускным экзаменам. Перед ней открывается дорога в большой и светлый мир искусства. Пусть в этом мире ей всегда сопутствует удача.